Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Земля – это не просто планета. Это величественный, дышащий организм, который вращается вокруг своей оси со скоростью, вызывающей восхищение и уважение. Нам кажется, что время течет равномерно, однако за его неуловимой гладью скрываются загадки, которые человечество пытается разгадать на протяжении веков. Как оказывается, сама скорость вращения этой гигантской сферы непостоянна и колеблется по многим причинам. На протяжении многих лет ученые открывают все новые и новые аспекты, касающиеся изменений в скорости вращения Земли, порождая множество вопросов. Почему это происходит? Что стоит за этим циклом изменений? Уже много лет подряд ученые фиксируют, что скорость вращения нашей планеты постепенно увеличивается. Эта информация стала значимой частью исследований, связанных с астрономией, геофизикой и другими смежными науками. Основные наблюдения, сделанные разными группами исследователей, касаются не только простого факта о вращении, но и сложных механизмов, которые ведут к изменению этого вращения. Каждое новое открытие создает неопределенность и предвосхищает новые предположения о том, что может произойти в будущем. Некоторые прогнозы звучат оптимистично, другие вызывают опасения, но все они требуют тщательного изучения. Сутки – это всего лишь количество времени, за которое Земля делает один полный оборот вокруг своей оси. Однако для точного измерения этого вращения требуется гораздо больше, чем просто наблюдение за суточным циклом. Научные методы измерения столь сложного процесса были созданы с помощью современных технологий, включающих включающих в себя сложные математические модели и высокоточную аппаратуру. Например, функциональная необходимость в инновационных методах привела к разработке алгоритмов, которые могут анализировать сложные данные и сопоставлять их с глобальными физическими процессами. Среди таких технологий выделяются атомные часы. Эти устройства, работающие на основе вибраций атомов, представляют собой настоящие шедевры точности. Они создали собственную шкалу времени, полностью независимую от воздействия внешних факторов. С появлением атомных часов началась новая эпоха в наблюдении за временем и процессами, происходящими на Земле. Однако вскоре стало видно, что существуют непредсказуемые различия между показаниями атомных часов и данными о вращении планеты. Эти расхождения поставили перед учеными задачу улучшить систему измерений и исходных данных, что сделало их исследования еще более важными. Чтобы решить проблему, возникшую из-за различий между атомными часами и реальным временем вращения Земли, в 1970-х годах была введена концепция високосных секунд. Эти дополнительные секунды добавляются в конце декабря или посередине июня, чтобы компенсировать разницу между циклом атомного времени и реальным вращением Земли. С момента введения этой концепции в 1972 году было добавлено уже 27 високосных секунд, и в дальнейшем, возможно, потребуется добавление еще. Этот процесс подтверждает тот факт, что Земля, несмотря на ее стабильность, подвержена изменениям. И высокие технологии лишь позволяют нам более точно отслеживать эти изменения. Еще один ключевой момент в понимании изменений скорости вращения Земли – это влияние различных природных факторов. Одним из наиболее значительных является взаимодействие Земли и Луны. Приливные волны океанов, вызванные гравитационными силами Луны, оказывают заметное влияние на вращение нашей планеты. Кроме того, разница в гравитационных полях между разными частями Земли также вносит свои коррективы. Более того, это взаимодействие приводит к медленному удалению Луны от Земли на расстояние примерно 3,8 см в год. Эти изменения, хотя и кажутся незначительными, в контексте миллиардов лет могут оказывать сильное влияние на скорость вращения и даже на климатические условия на Земле. Но влияние Луны – это только верхушка айсберга. Другие факторы также значительно воздействуют на вращение Земли. Например, землетрясения и миграция масс внутри земной коры создают небольшие, но заметные корректировки в скорости вращения. Каждое землетрясение приводит к перераспределению массы, что в свою очередь влияет на ось вращения планеты.
При этом таяние полярных льдов и перемещение воды с полюсов к экватору также оказывают не меньшее значение. Более того, исследование, что интенсивное растапливание льдов в Гренландии и Антарктиде меняет распределение массы на планете, что приводит к изменениям в ее вращении. Кроме того, внутренние процессы в ядре Земли, включая движение жидкого металла, оказывают свое влияние на скорость вращения. Движение этих металлов создает своеобразные электрические поля, которые могут влиять на магнитное поле Земли. Все это объединяет физические, гравитационные и магнитные процессы в одну сложную систему. Современные исследования подтверждают, что ученые тщательно отслеживают изменения в скорости вращения Земли. В ходе многочисленных экспериментов и наблюдений причины, вызывающие ускорение вращения, уже хорошо изучены и объяснены. Все факторы, влияющие на скорость вращения, имеют под собой физические и гравитационные процессы, которые происходят как на поверхности, так и внутри планеты. Подробные исследования изменений вращения предлагают новые возможности для глубокого понимания динамики Земли и ее взаимодействия с другими небесными телами. Некоторые эксперименты ведутся с помощью спутников, которые позволяют собирать данные о внешнем состоянии Земли. Эти данные помогают создавать модели, которые объясняют, как различные факторы взаимодействуют между собой. Научные сообщества все больше осознают важность междисциплинарного подхода, который включает в себя как геофизику, так и климатологию. Несмотря на то, что ученые знают о вращении Земли и следят за его изменениями, сами факты остаются загадочными. Эти изменения не являются мистическими явлениями, а представляют собой результат сложных физических процессов. За последние 50 лет ученые оцифровали показатели вращения и сопоставили их с данными атомных часов. Оказалось, что изменения в долях миллисекунды – это небольшие, но важные изменения, которые со временем оказываются взаимозаменяемыми. Ученые задаются вопросом, насколько эти изменения могут повлиять на наше будущее. Как скорость вращения Земли изменится в дальнейшем? Как это скажется на климате, природных явлениях и жизни людей? Все эти вопросы требуют дальнейшего исследования, чтобы дать нам больше понимания о природе нашей планеты. Таким образом, вращение Земли представляет собой часть ее естественного цикла, подверженного изменениям. Планета вращается под влиянием гравитационных сил и законов физики, которые действуют на масштабах миллиардов лет. Изменения в скорости вращения Земли – это следствие сложных и многогранных физических процессов, происходящих как внутри планеты, так и в ее окружении. Каждый новый виток исследования этих процессов не только помогает ученым лучше понимать Землю, но и способствует созданию более точной модели окружающего нас мира. Так, изучая одну из главных характеристик Земли – ее вращение, мы можем проследить и осознать, что наша планета не является статичной сущностью, а живым организмом, постоянно меняющимся и адаптирующимся к воздействию различных факторов. Научные исследования вращения Земли открывают двери для будущих научных открытий и вопросов. Например, до сих пор остаются неразгаданными аспекты взаимодействия Земли с другими планетами и небесными телами. Мы имеем возможность начать рассматривать не только вертикальные, но и горизонтальные изменения, как процесс, при котором Земля взаимодействует с другими планетами. Изменяя характеристики своего вращения, не менее важна и проблема изменения климата. Как все это взаимосвязано с его аспектами. Изучение всех этих факторов предоставляет нам уникальную возможность найти пути решения глобальных проблем, с которыми человечество сталкивается в настоящее время. Надежда заключается в том, что каждый новый шаг в понимании процессов на нашей планете не только поможет нам быть лучше подготовленными к будущему, но и восстановит наше уважение к этой удивительной планете, домом которой мы являемся. Мы живем на планете, которая сама себя описывает, меняя скорость своего вращения. Хотя возможности нашей науки сегодня велики, остается много неразгаданных тайн. Каждое новое открытие по поводу вращения Земли служит напоминанием о том, как важно продолжать исследовать мир вокруг нас, как в безграничных просторах космоса, так и в глубинах нашей родной планеты. Физические процессы, которые мы изучаем, открывают двери к большему пониманию нашего места во Вселенной. Изучая их, мы обращаемся к самим основам времени и пространства. Понимание этих процессов не только помогает нам лучше изучать Землю, но и в конечном итоге делает нас более ответственными ее хранителями.